да? Да, я проверил, сегодня утром все работает. И туда все затащили, да? Ничего не поломалось, да. А мы в какую-то ветку def это запихали? Сейчас я пытаюсь. Да, там ветка перенос, типа, сейчас как называется, скажу. Repo Migration называется. Влад, привет. Да, Repo Migration. И чтобы в dev слить, мы что-то хотели проверить, да? Ну, мы просто под конец уже тесты запустили, а потом перестали сливать. Вроде бы мы вот пока хотели, чтобы тесты запустились. Тесты запустились у нас. Но Так, ты рулишь сегодня? Не знаю, ну, как хочешь, если курсором, но я могу, если что-то новое ставить. Да, с тебя начнем. Сейчас я предлагаю довести это до дева, чтобы мы потом в отдельных ветках могли пробовать другие инструменты. Нет, ну вообще как предложение попробовать, что там еще у нас появилось? Да, нормально, в смысле, просто я не следил на этой неделе, что выходило, или там не на этой неделе. А что пробовать будем? Ну, от Гугла что-то вышло, там какой-то кодекс, что-то еще. Windsurf. Я еще говорил тут с Андреем. Ну, или что-то ты понял, да, про какого Андрея речь? Да. Вот, и он мне там говорил про то, что в VS Code, то есть я у него ну, мы там с ним агентный режим появился в VS Code, что-то я слышал. Ну, давайте тоже попробуем. Еще он, кстати, говорил, что на фронте с фронтом очень хорошо работает, я не помню, вроде Клод. То есть прям он брал, получается, он также сделал full stack приложение. Для Клода тебе нужна либо макс подписка за 200 или за $100, по-моему. И это, как сказать, в строке, в командной все происходит. Там по-другому, то есть это не как... Значит, тогда не Клод, потому что он говорил, то есть через веб-интерфейс также спокойно. Говорят, очень хорошо работает с интерфейсами. Я ему просто скармливал весь HTML, CSS. Ну, то есть он прям брал, получается, это V0, может быть. V0 очень хорошо работает. V0 по моим прикидкам. Вот, слушай, не помню, но потом у него Это фронтовая, да, тема? Там, я это... заходил, это для фронта можно... Да, это от Vercel, это который Next.js создатель. Ага. Ну, Vercel это вроде бы вообще... это отдельная штука. Ну, это платформа, да. Да, они в основном с Next крутятся. Смотри, есть ребята... История, кстати, пропал 3.7, появился 4. Ого. Интересно. Это тоже нововведение. Ну ладно, что, давай попробуем. Он пишет, что 0.75 реквеста занимает, типа подешевле. Ну, это прикольно, кстати. Ну, может, тогда с этой поработаем, с этой новинкой. Посмотрим. Ну, то есть, так, сейчас что? В общем, все работает, я проверил. Провести демонстрацию заново или пока просто перетащим? Смотри, нам нужно, получается, в dev слить работоспособную ветку, да? Она у нас работоспособная, ты убедился, да? Тесты даже прогоняются. Да? Тесты, кстати, это единственное, что я не прогнал. Я имел в виду, что я прошел по сценариям использования. Ну, давай сливать тогда. Здесь все показываю, да, все прошло. Отлично. Давай сливать. Окей. Можно прямо здесь в интерфейсе. Можно, да. Ну-ка, давай попробуем через интерфейс. Переключаешься на dev, сначала ветку. Внизу там... и вот так просто, да. И... тут что-то не закомиченное. Оно не должно быть закомичено. Тут просто git-ignore, видимо, даже нет еще. Ага, ну мы сейчас это подтянем, но я думаю, что он захочет это застэшить. Давай застэшим. Идем. В 3 точках. Enter просто. Так, и теперь делаем туда же в 3 точки. Branch, merge. Merge. И выбираем наш migration. Sync. Да, sync отправить на dev напрямую все.
Сейчас посмотрю, что появилось в GitHub. Это мы немного обошли. Да, все, в Dev у нас лежат изменения. Теперь можно... мы и так в Dev. Ну что, попробуем тогда здесь поработать с этим, с Sonnet 4. Хорошо, давай. Может быть, тогда испытаем его и попросим поревьюить вот эти вот два файла. Хороший, мне кажется, вызов. Это два файла. Сейчас я вспомню, мы были в... Что? В коре? Смотри, давай сначала сделаем ветку, да, для того, чтобы туда складывались изменения. Так же. Туда же ветку внизу тыкаешь на панельке, там, где dev. Ну или так, да. Так, это у нас... И это будет у нас фичи, что-нибудь. Что мы делаем? Рефактор? Можно так. Нет. Можно Sonnet 4 тест. Ну, давай. Ну, суть, да, что мы тестируем. Ну ничего, я предлагаю дать ему вот эти два файла с сервисами из timesheet. Это то, до чего мы не добрались еще, да? И попросить дать рекомендации по рефакторингу. Это Project Service и Specialist. А помнишь, мы какой-то рефактор... ну ладно, сейчас мы просто будем просить рекомендации, да. Я просто пытаюсь сейчас вспомнить, что мы вообще сделали-то в прошлый раз. В прошлый раз мы прошли и нам мы, да, сделали. И он что-то где-то у нас... Мы попросили его сделать рефактор, он такой долго думал, но то, что его просили, то, что мы ожидали, что он сделает автоматически по просьбе, он просто отказался. Что именно, я не помню. Ну, мы прошлись довольно по низкоуровневым вещам, по конфигу, по моделям, по Google Sheet сервису. Ну, убедились, что они в более-менее норм состоянии. Наша задача, я думаю, сейчас это перефакторить с бизнес-логикой файлы, а потом заняться тестами. И плюс еще косметическими вещами типа линтеров. А после этого можно двигаться дальше в разработке. Специалист, да, сервис? Я бы инструктировал, дальше пока не пиши, но я бы инструктировал, что проанализируй структуру проекта, задачу проекта, пойми подходы к организации кода, разделение логики, свои выводы запиши, а потом по рефакторе вот эти два файла, учитывая рекомендации, учитывая все, что ты выяснил, и учитывая рекомендации из rules. Вот так, наверное. Я пропустил середину, но сейчас, да, два файла. И вот туда их указываешь. Да, что там... Или предложи, точнее, да? Или мне по рефакторе, да? Предложи, пусть план сделает. В смысле, пусть скажет, что он делать соберется. Да, мы сейчас пока не заставляем рефакторить, да, мы план указываем. Да. Давай, может быть, по порядку, смотри, проанализируй структуру проекта, задачи проекта. Нам есть куда сослаться? Структура проекта понятна, а задачи мы куда-то выписывали, у нас вроде бы в папке Docs что-то лежит, посмотри. Выше. Да, папки Docs. У нас тут requirements. Что там requirements? Не в readme, в requirements. Да. Ну да, вот основная функция. Нам, конечно, посмотреть, потому что здесь, вероятно, уже неправда. Ну, давай посмотрим. То есть на функцию создать новое, включение отключения специалистов, изменение ставок и ролей специалистов, генерация требования вроде бы правильно, да. Дальше. Там, где endpoinты начинают идти, мне кажется, там уже неправда. Да. Мы вообще это не актуализировали никогда. Это, по-моему, был один раз создан файл. Давай, может быть, тогда начнем не с этого, а с файла requirements, чтобы на него можно было опираться. Я бы предложил сказать, что функциональные требования верны, а вот остальное актуализирую по состоянию кода.
Проанализируй требования. К проекту в этом файле или в файле requirements. Давай снова отмотаем к требованиям функциональности в этом файле. Да, вот функциональные требования. Давай еще раз посмотрим. Создание нового проекта, включение средств, включение старых ролей, создание копирования, что по шаблону, настройка доступов, да, автоматическое обновление, да, создание закрытия периодов, автоматическое выполнение периода оплаты, автоматическое обновление периода оплаты. Так, окей. Генерация сводного отчета. Подожди, пока дальше не надо. Генерация сводного отчета по затратам, да? Не все требования, но ладно, можно на это опираться. Давай ему скажем, что глава «Функциональные требования» актуальна. Все остальное содержание файла нужно актуализировать. Ну, как на основе имеющегося кода проекта, да? То есть... Может быть, ему еще... Может, еще просто проанализируем проект, да? Просто сказать. Ну да, да. То есть первым. Ну, и можно пронумеровать тогда их. Да. Да, это к этому относится. Угу. Да, и какую задачу мы ставим? Актуализируй файл третьим шагом, да, requirements MD. Ну что, попробуем? Так, Cloud 4 включен. А ты обновлял, да, курсор? Да, он сам обновился утром. Но он вообще часто обновляется. У меня что-то сломалась обновлялка. При обновлении падает, потом не восстанавливает. Появился, да, тоже. 4-й со мной. Прикольно. Надо что-то поделать. Он это как-то более вдумчивый, что ли, да? Ну, непонятно пока. Просто когда ему говоришь, проанализируй проект, он всегда как бы идет много через себя пропускает. Так. Но есть нюансы. Ну, вроде бы, да. Мне не нравится его формулировка, отсутствующие компоненты согласно требованиям. Ну, посмотрим. Как будто чуть медленнее работает. Равно. Ну вот, а следующим шагом мы тогда готовим промпт на рефакторинг уже на основании вот этого файла. Давай смотреть, что он там написал. Да, сейчас просто пусть прорезюмирует. Проанализировал, анализ time. Ну, point, да, вот он нашел. Ого.
UV вписал. Pydantic, хорошо. Окей. Давай посмотрим на файлик, да, requirement, что он там сделал. Так, с Ну, это он. технологией все верно. А UV-корн, я не знаю, мы еще даже не пытались. Ну, да. Структура. Ну, да, все хорошо. Реализованные компоненты. Правильно, требующие клиент. Вот это аккуратно надо. Ну, тут неправда. Мы не добавляем специалиста через API. Пока нет. Ага. И генерацию шта для специалистов шаблона тоже не делаем. Сводного отчета по затратам мы тоже ничего не генерируем. Он, в общем, да. Ему, видимо, надо дать еще файлики с примерами, чтобы он понял, что мы опираемся на Google Sheet, а не на API. Я думаю, тогда бы он был бы способен понять твои ошибки. Погоди, а можно выше чуть 3.5? Что там? Выше. Ниже 3.5. 5. Так, архитектурные особенности. Single source of truth. Вся информация хранится исключительно в Google Sheets. Это мы знаем. Google Sheets как BD, API Gateway, шаблонный подход. OAuth есть. Ладно, переменное окружение похоже на правду, но я просто не помню всех. Да, тоже я не помню, как будто даже может лишнее есть. Нет, просто... Пока можно оставить, ага. Требования по развертыванию. И это он что-то далеко вперед ушел, мы пока даже не думали про это. Зависимости, мне кажется. Вообще можно не писать здесь зачем. И вот это тоже. Ограничение нормально. Ага. Критерии приемки не знаю, зачем нам тоже. Задача работы. Для красоты, для порядка. Порядок сдачи работ, понятно. Текущий статус реализации настройки фасты. Ну, что-то вот это вот все, мне кажется, лишнее сейчас. Давай, может, попросим убрать вообще эти пункты, чтобы не засорять контекст и не путать. Давай посмотрим, с какого. Перед 6 что там идет? 5 нормальный. 5, обычно 5. Нет, критерии приемки нам не нужны. Да, а в 5 что? Да, 5 тоже убираем. А 4? Да, так, ограничение допущения оставляем, а вот критерии приемки... Максим, привет. В общем, предлагаю убрать вообще все пункты, начиная с 5, так и сказать. Да. 5, 6, 7 пункты удали. И теперь, смотри, самое сложное, мне кажется, надо ему подсунуть пример сгенерированного отчета прямо ссылками и сказать, вот результат работы текущего проекта сейчас, актуализируй требования согласно тому, что... Ты же какой файл подсунуть хочешь? Смотри, нам нужно взять вот эту сгенерированную мега-CRM-ку, Project Info, файл со сводным отчетом, файл... Вот у меня сгенерированный утром вот этим, то есть вот на все эти, да? Нормально. Вот давай вот их, просто надо их, получается, расшарить по ссылке и сказать, изучи как результат работы 2 эндпоинтов и актуализируй описание с учетом этих знаний, да? Ага, таймшит нам нужен, да? Ну, да, тоже нужен. Окей. Я думаю, да. Ну, то есть 4 ссылки получится, да? Да. Результат работы 2 эндпоинтов. Можно их назвать. Они у нас там create и sync. Да. Угу. И здесь просто ссылками перечислить их. О, это ты как сделал? Что? Собачка и вставить, ну, Ctrl-V. И AdLink. И он AdLink. Сейчас еще. Ты скопировал уже, да? Да. Так, дальше это у нас идет
Ладно, не все открыты. Я просто не вижу, где ты их берешь. А я не все окно, что ли? Извини, сейчас. Поэтому как магия смотрится, что Я просто быстро печатаю, на память помню все шиты. я подумал, что курсор тебе подсказал, где взять картинки. Я думаю, ничего себе. А вот тут уже тебе подсказал. Так. Они открыты по ссылке, да, Рошалина? Ну, я вот сейчас это делаю. Ага. Так, во-первых, хорошо, почему он так? А как мне? Сейчас, так, чтобы магии не было. Я хочу показывать весь экран. А почему он у меня... Он у меня думает, что у меня... Блин, извини. Я ему... Все. Вот. Это я сам с собой поговорил. Да, Беседой остался доволен. Этот я уже пошарил. Мгм. Так, а тут почему? Вот этот нормально вставил цвет. Да, я думаю, разберется. Ну, ладно. Странно. И... Самый главный. Я его хотел как обнаглеть на этой неделе и дал ему ссылку на Google Doc и сказал, допиши туда это. Он сказал, я таким не занимаюсь. То есть почитать он может ходить, а вот добавить он отказался. Ну, в принципе, это можно сделать MCP. MCP? Ну да. Ну и наверняка уже есть, что делать-то. По-любому есть. Так, изучи результат работы двух endpointов, creating. И что, зачем изучить? Да, То есть, и добавить. актуализируй requirements MD на основании полученных знаний в пункте 2. Поехали. Да, кстати, я, наверное, сейчас лучше скажу еще, что мы начали, потому что немножко с запозданием. Да, давай пока запускаем. «20 минут когда?» Ага, начал задачи. Хорошо. Полез он в них, да? Угу. По одному. Ага. Это вот только один таймшит, что ли, прочитал пока? Угу. Нет, прочитал несколько, но, видимо, по одному их идет. По одному будет актуализировать. Я бы предложил открыть сейчас requirements MD, да, и смотреть, что там получается. Сначала. Так, ну это он... Ну, сначала, да. Это с предыдущего осталось, да? Угу. Да, тут все мы просмотрели правильно. Вот тут надо. Да, мы тут ждем. Да, вот здесь мы хотим, чтобы он нам актуализировал. Я, честно говоря, модель данных уже плохо помню. Что там должно быть? Вроде похоже. Что, все, что ли? Да, но похоже, что он тут... Ну смотри, create sync правильно. Добавить специалистов. Блин, да.
Ну, да, он, видимо, не понял, что раз этого нет, то, ну, то есть, что, возможно, мы хотим потом это сделать, он не стал трогать, то есть он не догадался, что мы так не будем делать. Мне кажется, Ну, надо скорректировать, потому что он будет опираться на эту информацию. да, 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 да. Я бы предложил, да, вот это добавить в контекст и сказать. Можешь скопировать вот эти требуемые слова, требуемые к реализации REST API endpoints и сказать, вот эту главу нужно тщательно корректировать, потому что таких endpointов мы делать не планируем. Мы планируем управлять добавлением специалистов через Google Sheet, вот этот вот InfoSheet. И вот ссылку лучше дать. Вот он есть, да? Да-да-да. Что еще тут не так? Генерация таймшита для специалиста по шаблону в методе sync происходит. Генерация сводного отчета по затратам также. А вот создание нового периода оплаты – это отдельный endpoint. Тут верно. Угу. Я не уверен, что говоришь? Что endpoint логично называть период, я не уверен. Но какой-то endpoint для создания периода действительно нужен будет. Для закрытия периода. Ну, можно ему сказать, endpoint для закрытия периода мы действительно планируем. Точно. Голосом удобнее. Ну, немножечко, да. Да, так, все. Может, какому-нибудь все-таки попробуем голосовой ввод тебе добавить. Да, запускаем, да? Просто тогда будет... Ты будешь говорить, и я буду говорить. После того, как ты сказал. Можно будет одновременно говорить. О, вижу, что есть листинг. Мы, кажется, еще, знаешь, пренебрегаем возможностью... Ссылку на Google Sheet ставил, ну ладно. Да не, он, видишь, вспомнил, молодец. Пренебрегаем возможностью просить его задавать вопросы, а не просто тупо делать, если ему что-то непонятно. Надо как-то чаще брать это на вооружение. А то он пошел, просто сделал, а может, ему непонятно. Угу. Он даже эти слова добавил, смотри. Даже документация получается. Это хорошо, кстати. Так это первым пунктом в рулс надо добавить. Будь краток, задавай вопрос. Можно? Можно. Так. Вот я бы на самом деле в этом плане был бы аккуратный. Про краткость, про все остальное. Ну, может потом вообще начать. Слишком кратко отвечать. Да, нет. Ну, не было такого никогда. Он обычно 3 листа отвечает, а кратко на страницу умещается. Так, здесь у нас все. Здесь мы просто поставили управление через Google Sheets. Но этого примера не будет. Ну, ладно. Ну, в смысле, он ударится же. Ну да, это он сейчас это привел. Я думаю, что пока можно оставить, да. Да, пусть. Все равно, я думаю, что придется возвращаться когда-нибудь потом еще. Но, по крайней мере, сейчас тут не
вводит в заблуждение этот файл, уже хорошо. Еще что можно было бы сделать? Про английский, как ты думаешь? Что пиши, Кевин? Что по-английски? Ну, переписать его по-английски или пусть по-русски будет? Ну, пусть по-русски будет. Ладно. Ну смотри, теперь тогда основная наша задача, как ты думаешь, в этом же чатике я бы оставил уже этот чатик, потому что он сейчас как-то более-менее понял требования здесь в контексте, да? И попросить рефакторинг. Да, окей. Да, правильно. Это прям отлично. Давай тогда этот чатик открываем. Мы в Sonnet 4 тест. Да. Угу. Так, дальше открываем чат снова. Угу. И задача на рефакторинг. Значит, учитывая... Нет, или это... Сейчас, погоди, Роберт, давай подумаем, да, что мы хотим сказать. Я бы предложил, чтобы он учел требования, которые мы сейчас разработали вот в процессе этого общения. Потом структуру кода он и так уже понял тоже, да, получается, требования и структуры кода. Проанализируй вот эти вот файлы. Два файла. Может быть, тогда с этого и начать, да, смотри. Проанализируй вот эти вот два файла, учитывая требования, учитывая имеющийся код и учитывая курсор rules. Предложи что там? Улучшение. Вот, а теперь учитывая требования к продукту, requirements. Структуру кода. Ну, или исходный код. Правила, да? Правила и главный файл, это в курсор rules. Первый файл. Где? Опа, а что это? Мы, может, их не подтянули, наверное, в этот проект еще. Да? Подожди, нет, делали. Да, вроде делали линки. Ты их застэшил. Все понятно. Не, засташил, ладно, давай сделаем. Давай сделаем. Важно. Для рефакторинга. Это важно. Да. Можешь сделать... Вот его и нет. Можешь сделать history grep ln. Да, сейчас надо сначала папку сделать ему, получается. Ну да. History. Так, да? Okay. Для зрителей мы сейчас добавили правило курсор через Simlink из другого проекта. Первый я бы добавил. Там у нас рубрикатор, который говорит, куда идти, зачем. Да. И знаешь еще, где-то у нас нет слов, что учитывай предыдущий анализ в этом чате, да. В этом чате ты видишь, да? Ну, вот в истории этого обсуждения, да? Ну да, может так. Угу. Так, и второе, это нам нужно предложить план. Так, подожди, смотри, получается, проанализируй, потом учитывая... проанализируй, учитывая. Окей, тут законченная инструкция, да, получается, да. Предложи план рефакторинга этих двух файлов. Я бы сказал, что к изменениям не приступай пока. Вопросы задавать? Да. Давай попробуем, кстати, да. Тогда надо это сделать вторым пунктом, а третьим уже предложить план рефакторинга. Да. Задай вопросы.
чтобы качественно выполнить последующий рефакторинг. Как-то код не пиши, да? Пойдет. Так. У тебя такой 2.2. А так нормально. Ну да, ладно. Да. О, правильно. Слушай, давай посмотрим. Нарушает принцип КИСа. Так, что? Давай посмотрим, пожалуйста, вот что он там пишет. Интересно, на самом деле. По порядку. Ну, с самого начала, что он там начал писать. Можно разлопнуть. Ага. Мне нужно проанализировать два файла с учетом требований продукта, структуры кода, та-та-та. Вот смотри, положительные. Используем тебя логическую. Окей. Длинные методы, согласен. Множественная ответственность. Чтением из листов. Погоди. Чтением из листов, созданием текста. Это нас устраивает, мне кажется, второй пункт. Надо будет ему сказать, да? Обходим кодики. Третье тоже устраивает. Иначе он сейчас нам такую вообще систему нагородит. На абстракцию, да, на абстракцию. Да. Слабая типизация, магические числа. Так, логика поиска колонок повторяется. Окей. Можно ввести слабая типизация. Там все я не знаю. Ладно, так. Магические числа hardcoded ranges like. Ага. Прямое обращение Google API, много прямых выступов. Ну, мы же прям туда его и прибиваем. Ну, конечно, да. Я думаю, что много из этого надо проигнорировать. Ну, давай посмотрим, что он предлагает тогда, да? Да. Выявлены серьезные архитектурные и структурные проблемы. Так, много строк, я согласен, это не криво. Множественная ответственность в нашем случае, я думаю, ок. Потому что иначе у нас слишком тяжелое будет решение, которое будет тяжелее поддерживать, чем решение, где множественная ответственность. Мне так кажется. Кода. Вот это вот плохо. Это вот плохо. Слабая типизация. Мы вот это использовали, и в смысле мы об этом говорили, мы их сначала разделили, чтобы подебажить, потом... Видишь, как разделять можно? У нас был разделен по какому принципу? По шутам. У нас нарушение, по-моему, этого принципа лисков как раз было из солида. То, что мы внутри реализации понимали, к какой сущности относятся объекты, исходя из этого принимали какие-то решения. Это плохо. Вот. А дублирование кода это тоже плохо. Просто надо не обратно откатываться, а выделять общие части в отдельные синтаксические единицы, в какие-то отдельные функции, методы. Вот. Но дублирование это плохо. Слабая типизация. Согласен, да. Any прям желательно было бы избавиться. Прямая зависимость от Google Sheets API. Она будет. Это будет отсутствие абстракции с логикой. Да, это нас тоже устраивает. Иначе, опять-таки, будет слишком сложная система. Вот, магические числа вопрос. Как бы, с одной стороны, когда ты смотришь на систему, где вообще нет хардкода, она уже сама по себе слишком сложная. То есть это такой чистый конструктор, и тебе почти не на что опереться. С другой стороны, когда хардкода много, она слабо конфигурируема. Здесь постоянно нужно как-то балансировать. Сложная логика поиска колонок. Не знаю, что там сложного. Нет инверсии зависимостей. Тоже, да, здесь он очень хочет сделать очень зрелое архитектурное решение. Дальше. Готовы ли? Вот вопросы. Репозиторий. Нет, я думаю, что мы не хотим. Domain models. Можешь писать ответ. Давай пробежимся сначала, да? Вот там вопросы задают. Стоит ли вести value object для column indices с формулой диапазонов? Я не понял, что это значит.
Бизнес-логика. Планируются и другие источники данных? Нет. Нужна ли поддержка транзакций при создании проектов, роллбэк и ошибки? Она у нас же есть. Не сейчас, не сейчас. Не, роллбэка у нас нет. Ну, Но как он же бы удаляет. он что-то там сделал, но мы это не проверяли, не тестировали и пока Хорошо. что не поддерживаем. Должны ли формулы быть конфигурируемыми? Просто если мы говорим про транзакцию, да, то имеется в виду, что мы пошли делать операцию, и она либо Да-да. полностью сделалась, либо полностью не сделалась. Сейчас у нас, если она прервется где-то посередине, ну, то все будет плохо, да, будет неконсистентное состояние, мы это понимаем. Вот. Но мне кажется, этим заниматься можно только, когда у нас будет что-то работоспособное. Мы сейчас, значит, застрянем в этом во всем. А потом еще и ходить будем это менять. Да, да, да. Толком не знаю, как это работать будет, не то что как откатывать. Формулы конфигурируемыми. Ну, кстати, хороший вопрос. Мы ему не подсунули файл с конфигом. Мне кажется, сейчас это надо сделать, когда будем конкретизировать. Производительность вообще пофиг. Ретрай-механизм не нужен. Кэширование не нужно, да? Готовы ли пайдентик для валидации данных? Нет. Зачем, да? Строгие типы для колумн не нужно, мне кажется. Требуется ли валидация структуры листов перед обработкой? Хороший вопрос, но мне кажется, не сейчас. Когда-нибудь на потом в туду можно было бы, кстати, внести. Это валидация структуры листов. Это какой-то старый Redmi. А где наш Redmi? Тот, который... Что-то вышки потерялись? Да. А вон Тут туду. вообще какой-то... Тут Вон. вообще какой-то... Туду есть. Выше. По-моему, ты писал. Блин, я просто, извини, в маленьком формате смотрю и не узнаю. Выше, выше, выше. Вот он. Что-то у меня вроде больше было. Не, не то. Оно было в конце файла, и это вообще не тот Redmi. У нас тут был по развесисти. Может, в папке SRC что-то есть, посмотри. Не, он обычно лежал просто. Блин. У нас... Видимо, при рефакторинге потеряли этот файлик, да? При переносе в репозиторий. Тут, в другой ветке, да, надо backend logic. Вот наш туду. Давай отсюда скажи. Отсюда возьмем, да, пока. Это, получается, в этом... Что? Readme тоже. Ладно, давай. Может, мы отдельный туду создадим, MD, и туда пихаем? Readme просто нужно актуализировать по-хорошему тоже. А файлик туду можно сделать, да, кстати. Тоже хорошая идея. Давай сделаем. Просто и в нем трекать, да. А то все равно куда-нибудь забудем потом. Угу. Так. Добро. Так, что у нас? Значит, теперь надо корректировать ответы на вопросы, да? А он план, кстати, предложил? Да, предложил. Итак, мы остановились на структуре софт-тестирования. Да, это план рефакторинга. Погоди, тестирование Google Sheets API в тестах. Да, надо мокнуть, это хороший вопрос, кстати. Integration тест, нет, я думаю, что нам пока не нужно. Может быть, когда-нибудь потом сделаем. Ну что, пойдем отвечать? Кстати, можно, да, закоммитить изменения. Погоди. Да, это Redmi старый был, это да. Давай его, да, запушим. Requirements мы уже... Уже там, да. Уже там. Хорошо. Кстати, Readme тоже стоило бы актуализировать, раз уж мы загрузили сейчас в контекст полное понимание, да? Может быть... Перед рефакторингом ты хочешь? Вот не знаю, потому что мы сейчас можем... Сейчас засрем, да. Да. Потом. Надо не забыть.
надо не забыть. Да. Ну что, пойдем ответим на вопрос. Надо отвечать на вопросы, потому что, да, план у него составлен как бы с Да. учетом того, что он думает, что мы хотим. Мгм. Так, мне кажется, быстрее будет, вот, да, просто скопировать. Ну давай. И часть готова. Не нужно усложнять, давай, может, так напишем. Ну хорошо, то есть... Ну давай тогда так. Не, вопрос-то оставь, все правильно. Ага. Ну, и я бы ответил, не нужно усложнять. Ну, так тоже, да. Нужно ли создать то же самое? И третье тоже. Дальше. Бизнес-логика не планируется. Да. Поддержка транзакций. Не стоит усложнять. Должны ли формулы быть конфигурируемыми? А вот это хороший вопрос, и надо дать ссылку на это. И дать ссылку. Пусть изучит. И да, прям сказать, изучи его. Пусть понимает. Совершенно не критично, да? Мне кажется, да, в проекте со Стас плюс специалистами там уже другая система. Да. Нужен ли Так. трай? Не нужен. Вот смотри, в следующем вопросе я предлагаю сказать, что кэширование реализовано для конфига, этого пока достаточно. Да, он сначала ходит туда, в конфиг записывает все формулы, и потом уже хоть себя достает, да, точно помню, это добавляю. Типизация, валидация. Не надо. Не надо строгие типы для column mappings, не надо. Требуется ли валидация структуры листов перед обработкой? Не надо. Пока не надо, да? Да, просто скажем, не надо. Пока. Обязательно, но это будет следующим этапом, можно сказать, что пока он на это не тратил токены. Integration тесты не надо. Ну, что-то мы ему отказали во всем. А что-то же нам понравилось. Нам понравилось, что методы длинные, что логика дублируется. Он вопрос не задавал, поэтому я бы сейчас ему сказал, с учетом ответов на эти вопросы, скорректируй вопросы и план. Вернее, ответов скорректируй, подожди, задай другие вопросы, если есть, и скорректируй план. Да? Мне иногда хочется прямо, чтобы была какой-то флажочек, ну, типа чекбокс. Писать код, не писать код, да, чтобы... Есть такое. Он иногда упускает этот момент. То есть ты ему говоришь, не пиши код, а он пишет. Ну, то есть это опять-таки не хватает контекста, еще что-то может такое сделать. Так, посмотрим, да, что там еще. Он теперь не стал ставить. Отлично. Изучил.
Да, формулу вытащил. Значительно упрощает задачи рефакторинга. Спасибо. Подожди. Дополнительные еще вопросы. Логика работы с формулой. Где применяется постановка спроса, посчитали формулу и поспросить. Так, это... Ну как? Ну это у нас в Project Info, да? Я вот не помню, да, там что-то такое было, где применяется подстановка. Это вот он это имеет в виду? Ну, Нет, хороший нет, вопрос, да. начал задавать уже Формула. были. Окей. Давай на первый вопрос, можно сказать, найди сам. Ну, я имею в виду вот про spreadsheet ID. Да, сейчас просто... Еще не все, да? Или Ну нет, вот 5 вот пунктов, да. Ага. Ну, давай, может, сразу отвечать. Где применяется постановка spreadsheet? Найди сам в коде. У него уже есть тулы, в конце концов. Может, это там опечатка, поймет ли? Найдя, расскажи мне. Да. Нужно рекомендовать. Так, вот это что он имеет в виду Но, мы хардкодим ссылку. Да, что всегда в таймшите, в шите будет именно там. Да. Давай, может быть, скажем, что при адресации колонкам мы используем их заголовки. Да? Он на самом деле использует вот эти вот координаты, когда задает диапазон обновления, например. Но это нас устраивает. Я не думаю, что стоит ему что-то еще говорить. Все ли формулы требуют постановки параметров или как есть? Ну, мне кажется, все. Параметры имеется в виду, что А2, Д2, ну да, то есть нет строки менять надо, да, как минимум. Да. Так, можно объединить в один параметр. Да, нельзя. Плохая идея, можно так сказать. Внутри метода мы не должны определять тип отчета. Запятая или точка, можно выделить общие участки кода в отдельные методы. Участки кода на самом деле логику, тоже пойдет, наверное, да, поймет. Нужно ли сохранить возможность разной логики для разных типов документов в будущем? Нужно ли сохранить возможность разной логики для разных типов? Ничего не понял. Не про отчет как раз таки, то есть разные... Будет, да, сохранить, пусть сохранится, да, я прав. Логировать каждый шаг. Логирование очень важно. И... Где ты ищешь... вот, извини, да. Так, критично логировать каждый шаг или можно упустить логирование? И важно, чтобы оно было... Однострочным, да? Да, однострочным, и чтобы уровни логирования были правильными. Можно даже сослаться на файлик правил. Курсор rules. Что я так... Курсор rules. Дай. Логинг. Логинг. Должен ли рефакторинг сохранить общий уровень детализации? Да. Там вроде у нас нормально было. Стоп! Токен впустую. Не, он, походу, не успел даже еще. Отлично. После error handling, да. Если зависимость в других частях кода нет. Сигнатуры методов можно. Должен ли контекст singleton или можно сделать dependency? Не надо усложнять, не надо dependency injection.
Что, вдруг у нас разные конфиг-сервисы потом, вот, какой захотел, так. Да, где-нибудь еще, да. Это strategy pattern, сюда запихаем еще сверху. Окей. Ну что, давай посмотрим, что он еще там предложил в ответе, кроме вопросов. Кроме вопросов, он предложил, он даже нам тут сроки поставил себе. Главное, не в токенах, а в днях. Он знает, что... Предлагаю так. Сказать общий метод. Снова надо сказать, типа... Да. Как Может припасть. говорили? Да. Блин, ладно, так. А как я могу сюда? Да. Пам. Отдай. Так. Поехали, да? Ага. То есть у нас третья итерация. Но задавание вопросов это нравится. Это лучше, чем отправить рефакторить, а потом идти к нему и говорить, ну не так, ну нет, ну ёбаный. Ну, мы еще не знаем, насколько он вообще примет к сведению, то, что мы ему тут отвечаем. Пока у меня хорошее предчувствие, ни на чем не основанное, но просто вайп такой у него, что он сейчас... Вайп – это нужная штука. Сейчас смотрим. Так, дополнительный уточняющий вопрос. Да ё-моё. Все-таки в какой-то момент надо ему сказать, ну теперь все, теперь делай. А то он долго видимо. Нужно ли логировать каждую операцию? Найдена колонка, создана строка. Давай посмотрим, что он там сказал сначала. Ну, с самого начала. С самого начала. Да, вот. Анализ постановки формулы. Да, это мы сказали, иди сам посмотри. Вот он нашел. Вот. Значит, заменяется. Ага. Окей. Детализация логирования. Теперь поехали с вопросами. Сколько их там? 3 группы, да? 3 группы, да. Логировать каждую операцию. Блин, боже мой. Блин, это ключевые этапы, наверное, потому что... Ну, в дебаг. Не, найдено не надо, это слишком подробно, согласен. Да. Какой уровень для операций? Пусть сам определится, короче, с этим вопросом. Так, обработка. Лучше, наверное, сразу отвечать. Да? Первое. Да. Это слишком подробно, так не надо, да? Какой уровень? Кстати, у нас же есть логирование. Почему он... Давай скажем, руководствуйся требованиями вот отсюда. И курсор rules. Руководствуйся. Курсор rules. 7. Формулы. Или разные формулы. Блин, я не знаю. Что если ему сказать? Я не знаю. Просто, да. Нужно ли логировать, какая конкретная формула применялась к колонке? Не, это слишком. Разделение общего... Поиск и вставка позиции. Можно выделить файл, insert. Пусть сам решает, мне кажется, это тоже, да? Сам реши. И, мне кажется, последний тоже сам реши. Так, а мы будем опять его просить задать вопросы или уже типа просто скорректируй план? Да, скорректируй план, давай. Хотя интересно, до какого... В какой момент он скажет, вопросов больше нет вообще. Мне все понятно, можно ли писать код. Мы же говорим, если есть, да? Задай вопросы, если есть. Мы так и говорим ему. То есть он считает, что есть. Один день, ну ладно. Его можно брать на оценку проекта для заказчиков.
Ну, в принципе, да. Только он не знает твоей команды, ну, чтобы оценку так давать. Не, мне нравится просто его оценка. Там, что А. он денег будет развивать наши методы, на это, методы помельче. Так, давай посмотрим теперь, да, чего мы планируем делать, да? Первое. Выделение общих методов на один день. Окей. Обоснование выделения. Так. Здесь напишется. Мне кажется, надо смотреть, что получится сейчас. Да, первое, второе, понятно. Разбиение больших методов. Мне кажется, тоже надо смотреть. Да? Унификация обработки формул. Play document formulas. Может быть. Давай посмотрим, что получится. Да? Я бы ему сказал... мы еще читаем, да? Так. Вот типа документов через константы. Константы. Ну, давай посмотрим. Ну пусть как будто бы у нас так есть это же. Так, код клина полдня. Удалить избыточное логирование, ставить ключевые операции и ошибки. Согласен. Принципиальное решение. Выделять общую логику. Где ты видишь принципиальное решение слова? Вот. Все, понял. Да, это я уже начал читать. Тут все норм, единая вроде. Слушай, нормально. Мне нравится. Предлагаю запустить и сделать перерыв. Отлично, приступай, но я бы ему сказал только, но все комментарии пиши только на английском. Ну, можно еще раз сослаться на файл требований. На rules, в смысле? Или... На rules, да. Там это и есть. Code style. Первое. Rules guide просто? Да, он же сводный. Ты можешь открыть его и посмотреть, что он ссылается на все остальные. И соблюдать другие требования. Все. Ну что, запускаем и перерыв. Да, хорошо. Удовлетворение базовых нужд. Вот. Сяду.
О, нифига себе, он все еще. Все еще. Еще думает? Да. Ого, не так-то быстро. Ну, давай, может, посмотрим пока, что он там меняет. Что он. Ну, в системе контроля версий. Сейчас. Ну, я пока ничего не меняет. А, вот, тоже ничего не внес. Нифига себе. Хотя он же уже в Project Service внес. Или он его, видимо, еще не... Ну, то есть это он себе где-то внес, но он еще его не запихнул в div. Не, он должен был запихать. Это не так. Пошло не так. Это уже должно отражаться в системе контроля версий. Или они это обособили теперь? Что-то просто UI-ка, видимо, не трек. Ну, давай посмотрим. Так, тогда можно досмотреть. Так, Project Service, Working 3. Я не хочу Working 3 ехать. Надо это, иконку щелкнуть в системе контроля Да. версий. Да, и крути до изменений. Так, я просто сейчас, где мы? Мы в самом верху. Окей. Блин, он сейчас, правда, дергать будет. Так, теперь мы не в самом верху. Так, вот первое изменение. Он init метод добавил комментарий. Я улучшить сервис. А? Он сделал... А в чем изменение? Не вижу. Комментарий и none. Ладно, ну, Ладно. Принимаем. код ставил. Тут все осталось. У меня зависло. Понял. Вот, О. Так, теперь все много изменилось. Теперь, блин. И так, вот мы подходим. Тут Слушай, изменений нет. я вижу, он просто застыл пока. Он, видимо... Вот, изменения пошли. Окей. Тут он просто комментарий, ну, в смысле, докстринг. Слушай, он прям очень тормозит. Давай дадим ему закончить. Хорошо. А то, я не понимаю, он дергается. Мы можем пока смотреть, что он пишет. Слушай, название мне нравится методов, по крайней мере. Наконец, запятая, обновляю. Такой стиль у него. Ну что, как сравнение с 3.7? Есть изменения? Да, слушай, сегодня он пока мне нравится, что он так этот. Но, может быть, и задача пока не такая была. Мы вот бизнес-логику ему никакую не пихали. А так в плане проанализируй, составь план. Это сложнее задача. То есть с нуля... Рефакторинг, да. Угу. Ну, по моему опыту, рефакторить ему тяжелее, чем с нуля задачи реализовывать. Видимо, потому что нужно еще учитывать то, что есть. Вообще все учесть, потом переделать и переучесть, да, как-то в процессе не разроняв, донести. Пока что да. Смотри, он стоит waiting for approval. Опа. Теперь запущу проверку файлов. Ну, проверь. У меня не стоит, наверное, это модуль, или он встроенный. Что за PyCompile? У нас вообще линтер есть настроенный, но он не знает, видимо, да. Да. Ну, вот он пошел линтинг проверять. Ну, пусть. Ну он сейчас, мне кажется... Ой. Суда, install RAF. Так. Вот, 25 тулколов. Нет, давай продолжать. Ну, желательно, чтобы он не пошел сейчас устанавливать. Это все. Так, ну он что думает. Так. Проверю с помощью Flake 8.
Why? Тоже нет. Я просто не знаю, если ему сейчас сказать... ну ладно. Он прекратит, да, если ему написать. Вот то, что нельзя вмешаться, да, и сказать, подсказать ему, что на самом деле все настроено, да? Ну, почему? Можно, по-моему. Он вообще-то поймет. Сейчас просто пока мы пишем, вот, допустим, сейчас можно ему написать. Зачем он это делает? Ну. Он пытается поправить ошибку. Ну, вот сейчас я тут не уверен. Так. Вот здесь можно было бы сказать, да, что надо посмотреть... Ну ладно. У нас же есть настроенный файл конфигурации, что оттуда можно посмотреть, как запускать. Это нормально. Но уверен, ничего не сработало, это нормально. Слушай, может, мы ему скажем, что посмотри в make-файл, там... А мы, кстати, не проверяли, через make запускается ли у нас все. Может, проверим, а потом скажем, да? Да. Мы проверяли тесты, по-моему, в прошлый раз через make. Ну, давай проверим, заглянем в make-файл, посмотрим, что у нас там есть, проверим, что... Так, а мы... Ну, да, хорошо, сейчас. А потом ему скажем, что он может это использовать. Ну вот он посыпался, да. Он же бежит сервер, и он в это время рефакторил. Так. Ой. Так, а мне надо активировать? Нет? Не надо. Make-файл просто загляни. Ты его открыл даже? Ну, можно катом, наверное, там небольшой. Ну, у нас есть команда all. И все. Или по одной пойдем. Я бы по одному прыгнул. Make lint, make формат. Feel like it. Нет, так. Make, что, lint начинается, да? Ага. А у нас это раньше работало, да? Значит, на что ругается? UV run Lake 8. Не понимаю, честно говоря, на что ругается. Можно его спросить, наверное. Блин, сейчас мы тогда... Ну и ладно. Пусть это должно работать, потому что мы же для этого и делали, что рефактор запустил. Да. Ну вот я не знаю, просто здесь же продолжить. У меня, кстати, никогда не получалось возвращаться в предыдущий чат. Почему-то у меня все время истории, он сохраняет, он пишет внизу в списке. Ты на него переходишь, но у меня не прогружается. Интересно. Ну, посмотрим. Возможно, я просто к слишком старым каким-то, типа на прошлой неделе пытался обратиться, которые были. Ну, в общем, да. Давай сделаем UV-Sync на всякий случай в консоли. И что, все, говорит, установлено. Это другая проблема, которую нужно чинить, по идее, да, в другом чате. Мы можем что сделать? Мы можем сейчас запустить... Как будто что-то конфигурировано. Может, мы где-то там бэкэнд... Не, мы выковыривали, да, поиском даже искали. А где мы вообще это делали? В смысле, ну вот же он... Это, видишь, это у нас работало в другой структуре. Да. Может быть, что-то не доправили. Ну, смотри, можно что сделать? Можно попробовать запустить руками, проверить. Если... Ну вот я пытаюсь UV Run Flake 8, он не хочет. Не, я имею в виду запустить сервер приложений, убедиться, что функциональность не сломалась. Если не сломалась, то закоммититься и просить уже тогда поправить вот это все. Ну, в общем, он даже перестает запускаться теперь. Он перестает запускаться, что credentials JSON потерян. Мы его удалили. А он же не потерян. Мы его застэшили.
А значит, убрали. А, он в другой папке, да. Так, ну, что, я могу перенести просто с этого, Я бы да, так сделал. с другого. Ну и можно убедиться, что он в git-ignore лежит. Так, где он там был? Феп. Workshop. Бэкэнд. И его сюда просто, да, прям надо. Да. Есть. И он Понятно, что он в git-ignore. в git-ignore, да. Да, ну все. Да, запускаем. Поехали. Error. Что? Initializing Google Services invalid grant token has been expired to revoked. Это он нормально, он обновился. Окей. Erosion. А он нам ссылку должен был где-то дать, да? Насколько я помню. Да, наверное. Давай еще раз запустим. У нас, по-моему, даже в тудушке что-то такое было. А, в смысле, да, что мне надо что, удалить просто его руками пока? Не-не, просто еще раз запусти. Или как то же самое, надо сказать. Мне кажется... Да. Удалить надо, да, а потом запустить. Да, согласен. А где-то в домашней директории, да? Ага. Вот, и по ссылке идем, да? Он не под тем сейчас пойдет. Стоп. Сейчас, секунду, мне для этого надо открыть. Типа, это последний раз. Да почему он сюда-то хочет? Или нет? Или не сюда? Ну, ты... Все правильно. Извини, я просто... У меня все правильно. Подвесишь? Че это он задумался? Да. Да, Нет. разберем. Сейчас, одну секунду, я чуть-чуть отвлекусь. Получилось. Так, проверяем руками. Так, прошу прощения, да? Отвлекся. Первый endpoint отработал. Отлично. Там на файлике не будем смотреть? Ты имеешь в виду? Ну, он создает еще два файла. Ну да, сейчас посмотрим. Сейчас. Так, это я в конфиг залез. Мне надо эту штуку скопировать.
И мы проверим еще два файла. Payment Distribution. Ну, это же он просто копию сделал. Ну, да, должен делать, я бы сказал. Ну да, Так, здесь все оно. есть. Соответственно, делаем синк. Мгм. Что, уже ок? Не, ну это еще fail не to нужно. create. Fail to create, где он? О, началось. Ну, вот что, это ошибка. Ну, я думаю, да, ему скармливали тогда вывод, сказать, что первый endpoint отработал, а второй с ошибками после рефакторинга. Да и я бы отдал бы ему вообще весь терминал, сказал, анализируй. Окей. Ну, или выделить вот те строки, которые касаются работы двух эндпоинтов. Может, так лучше даже. Мгм. А во втором ошибка. Вот там целая пачка. Ну вот, там стартанул сервер и Угу. там... Эй, почему? Ну, Русская раскладка. да, это вроде... Думаешь? Бывает, да. В некоторых приложениях. Бывает. Нет, просто я Ctrl не прожал. Так. Да? Угу. Ну, как-то упустил, да, что такого метода нет, который он использует. Ну, да. Ладно. Просто интересно, что... Ну, не, наверное, мясной программист, наверное, бы тоже... Просто он бы когда через точку печатал, наверное, бы заметил, что у него не подсветился метод нормальным. Ну, вероятно, да. Ну, вообще, ладно, сверхразум еще не готов. Окей. Ну, это еще у вас культурная модель. Я с которыми работаю, они меня сразу обвиняют, что я дурак, я ошибку допустил. Да, тут хотя бы на себя ответственность берет, да. О, он хочет вернуться к использованию. Какому-то. Мгм. Интересно, create надо перезапускать или забьем? Забьем? Не, перезапустим, пусть не так долго занимает. Ну вот зачем это вот он это пошел делать? Ну, ладно. Ну, тут бы в стринге вы симпатичнее смотрелись, честно. Да. Что он решил такую инициативу проявить тоже? Ничего не говорит. Внезапно, да, это не мешало, но это не было ошибки. Наверное, даже ему стоит сказать, что давай верни обратно и в стринге, зачем ты вообще это сделал. Без,
это нельзя, да, им отдельно сказать, что типа, Да, мне кажется, может запутать, что именно ты отменил. Какие-то масштабные изменения снова. всего один метод, говорит, да, исправить надо было. Потом спешл. Что-то. Вот тут, мне кажется, сейчас он что-то может навыдумывать. И рано мы его хвалили. Тут вот у него просто отступ, да, поправил, типа неправильно был. Да ладно. Правда, что ли? Он как будто сделал его неправильным. Так, кажется. Ну, надеюсь, что не все так плохо. Так, он опять пошел менять заниматься, да? Ну ладно. Упорно. Я не хочу так, чтобы он делал. Может, скип? И он просто после скипа сразу вывод начинает, да, писать. Типа, А про стринги он ничего не сказал там? исправил вызов, обновил метод, удалил устаревший, обновил вызов, исправил логирование. Вот, блин. Согласна? Ну, согласна, да. А у него все ходы записаны. Погоди, а давай посмотрим, что там такое. Мне кажется, мы Правила собой. инструкции не делали. И стринги не использовать. Ну, покрути до примеров. Что-то я не вижу. А он не такой большой, просто прокрути его. Use standard login module. И пример вот такой Ну, есть. покрути там где-то ниже должно быть. Вот, стоп. Не было, да? Не было пока. Дальше. Вот. Да. Ну тогда давай пока не будем. Пусть оставим, потом, если что, изменим правила. Ну, запрета на стринге здесь нет явного, да, но в примерах не в стринге, это, видимо, его смущает. Да, тут везде. Да, это недочет уже правил. Но мы можем исправить правила. Попросить его исправить правила. Здесь. Ну, это, по идее, надо тогда открыть тот проект. Ой. Если есть время, давай сделаем. Или давай закончим все-таки с этим сейчас. Давай мы сейчас распылимся. Пусть он заработает, и тогда, если что, можем переключиться. Да. Или работаем с этими правилами и пока решаем другую задачу. Пока. Ну, хорошо, давай так оставим. Окей. Тогда запускаем, проверяем. Это замечание убери. Так, мы бегаем. Так. Да, пример, видишь, сильно влияет. Запустились. Мы... Дебаг. Получилось.
Так, и проверим еще остальные файлы. Есть. Есть. Отлично. Sync. Эй. Created. Ага. То есть, ну, логирование выглядит норм. Все. И что, 500-ный? Column name. Has no attribute. Column name. А, это значит, что в конфиге нет такого. Да? Ну, давай ему отправим просто изучить ошибки в консоли еще. Да. Исправь скорее. Да. Я думаю, что там просто с константы не вынесено какое-то название колонки. Он просто подразумевал, что он есть. Ну, получается так. Нет колонки. Ну, Так, пока ладно, правильно. пошел ты исправлять. Мы в очередной раз убеждаемся, что нужно глубоко понимать то, что он делает. А что ты сделал-то? Я думаю, что нам это еще отдельно нужно будет просматривать после того, как мы убедимся, что оно работает и запускается. Дальше. Вот как будто бы... А, у меня просто правило стоит, что не запускаете. Может, сейчас ему дать разрешение на запуск команд. Да, пока можно потыкать. Ну да, что-то он вообще прям накосячил тут с отступом. Позволь мне найти эту строку. Странно. Странно. Да ты же исправил только что. Ну, правда же? Вот же исправление. Он все больше как человек себя ведет, да? Странно, должно работать, не знаю. Это мы на 5 минут отходили, а в это время ему задачу дали. Если бы его отпустили, может быть, он тоже там покурить сходил. Ну да, успокоился. Да, это ладно. Да, это у него мисконфигурация. Надо ему все-таки было бы, наверное, объяснить, что посмотри вот пример запуска в VS Code. Это нормально. Хорошо. Ну что, снова? Перезапускать не надо вроде для этого. Угу. Или Я бы синк проверил сейчас. сразу синк. Да. Можно посмотреть, надо чистить или нет, и после этого синк. Это в этом. Можно, не помнишь, не обязательно удалять, главное, чтобы строка была без таймшита и в инфошите. Это... Ага, скопируй просто. Ну или... В смысле скопируй? А, ты имел в виду следующего создать? Ага. Да. Ну и ставки поменяем. Вот. Я бы сделал 9.11, чтобы потом он это прибавлял.
Дебаг. С тестами было бы, конечно, проще проводить рефакторинг, потому что он бы это... Ну, мы каждый раз... Такие, ну сейчас перефакторим, потом тесты сделаем. Потом будет тесты рефакторим, потом... Оптимистично слишком дойдем. Все, готово? я отработал. Отработал. Сделал. Где у нас? Мы должны увидеть его таймшит. Есть. Джон 2. Мгм. Есть. Два, 3. Project info нам не надо. О, 9.11 должно быть, да, правильно, 11. нет, просто... Да, вставилось не туда, согласен. Ага. Но в целом, ладно, примерно так. А, погоди, а он же не импортирован, да? Ладно. Как туда подгрузилось? Где-то 9 увидел. А, нет, ну 11 ставка подгрузилась. 11 ставка подгрузилась, да, а это нет. А счет не пошел. Может быть, это колонку добавить первую, помнишь? Перечитался. Мгм. И удалить. Нет, да? Давай ткнем. Нет, он, видишь, и формат у него поехал. Формат То есть он... готовился. Мгм. Ну, ткни в D3. Что в D3? Ага. D3. У тебя А, D4. 4. Понятно. Не, формула ставим. Есть. Джон 2 правильно называется вкладка. А что там адресуется в E2 и в D2, да? E2 и в D2. Можешь открыть Джона 2 вкладку? E2 и D... payment период нулевой. И там нулевой. Должно считаться. Сейчас с Google Sheet'ом что-то не то. Блин, ну это же работало. Все, понял. Адресуется не туда. Он на вторую строку смотрит. Это все нормально. Что нормально, подожди. Смотри, в формуле мы смотрим на вторую строку, а надо на третью. Чтобы считалось. Поэтому норм. То есть, если бы у нас был один Джон, Да. то он бы сработал? Да. Мы проверим это? Это мы... На этом мы остановились в прошлый раз, и так и должно быть. Единственное, что форматирование и создание строки, да, что-то у нас поехало. Ну, пока бы я оставил это так. И тут тоже поехал. То есть это... Ну, он добавился. Формула, посмотри, добавилась, D2 тоже, да? Добавилась. Единственное, что... allow сделай. Сейчас должно быть правильно. Вот тут поехал нормально. Окей. Да. То есть работает. То есть рефакторинг... Я думаю, да, надо фиксировать и смотреть сейчас вглубь, что он там наделал, нравятся ли нам эти файлы и тесты, как мы планировали, да? Угу. Так, смотрим просто... и make, да, надо научиться запускать? Ну, я бы сейчас закоммитился. Да. Но... в любом случае коммитимся, да, потому что сработало. Вот. Теперь можно либо научиться запускать, либо посмотреть. Я посмотрел бы вообще, потому что не представляю. Давай посмотрим, да. Так, он только в 2 файлах изменения вносил. Что, с самого начала? Общая длина файла у нас 1100 строк. Офигеть, да, конечно. Значит, что у нас? Project Info Sheet. Это когда мы из проекта вносим в sheet данные, синхронизируем, да? Похоже на правду. Строковых литералов нет. Дублирование кода. Вот есть немножко формула захоженная. Ну, это просто гиперлинк. Нормально, мы это осознанно оставили, да. Окей.
Ну да, вроде норм. Create spreadsheet from template. Да, это мы просто делаем для специалистов. Нормально, красиво вроде, да? Create Создание самого проекта. Погоди, а что принимает Create Project? Принимает проект? Принимает, да, сам проект. А, в Google Drive, да. Интересно. Ну, это шит создает по большому счету, да? Получается. Похоже на то. Создает с темплейтов. А, это основная точка входа, видимо, да, в endpoint. Да. Да. Так, логинг Всё. нормально. Всё. Как было в прошлый раз. Ну, в смысле, это прошлой сессии изменения. Так, Sync Project Details. Specialist. Sync Project Specialist. Synchronized Specialist from Project Information. Так, Validate Specialist. Окей. Ну, нормально, вот мне нравится 271 строка, прям красиво. Слушай, стало выглядеть прям лучше. Лучше. Да. Да, норм. Create Missing Cache. Слушай, клево. Название правильное, да? Мгм. Мгм. Ну и методы приятные. Update project with timesheets. Spam project ID specialist. Link timesheets to reports. Ага. Тут не совсем понятно смысл этого метода. То есть он просто вызывает другой метод с теми же этими. Зачем это энкапсуляция? Так, ладно. Ну, один вопрос, да, пока. Extract project metadata. Так, что он тут делает? Project info sheet. Not sheet. Ну, так, project Ну, data. просто данные выдирает. Да, выбирает. Так, что за цикл? А, это он по строкам идет, просто ищет. Мгм. Ну, опять строку материалов нет. Немножко громоздко, но вполне. If и if. If. Ну, нормально. Мне кажется, можно жить, да. Link specialist timesheets. Это вот он его вызывает. Ну, типа, Мгм. в том методе. Собирает. Да, ну, не, сам нормальный код. Чё. Норм, Просто, да. так, это мы уже половину прочитали. Так, Digital expenses. Нормально. Я думаю, что можно вот так же листать, пока ничего не вызывает серьезных вопросов. Get condition data. Сейчас согласненько. Короче, ну, Он даже упорядочил методы более-менее логичные. А вот этот find interposition for specialist, тут уже пошло немножко лапши. это project service, да? У нас find interposition for specialist, а у нас это должно быть не в specialist сервисе. Там не очень понятно. Вы говорили про это. Ага. Это же мы его втыкаем в проект специалиста в данном случае. Но тут код сложнее, непонятно, насколько это... Я думаю, что мы к этому будем возвращаться сейчас, когда будем дорабатывать строки в формулах, форматирование. Уже голова кипит. Тяжело. Да, немножечко. Скоростью. AdWords формула, General Expenses формула. Ладно, выглядит норм. Да, как будто бы до конца он, ну, стиль правильный, да. Но смотри, длинных таких Метод. страшных методов уже нет. Это точно.
Мгм. Хардкода нет. В логику вот этих циклов ифов влезать сейчас что-то, мне кажется, больно. Не хочется вообще. Методы, названные логично, вызываются логично. Я думаю, что когда мы столкнемся с чем-то, какой-то конкретной проблемой, которую он не сможет обойти, тогда можно будет глубже погрузиться там, где это требуется. Ну, а так выглядит все ок. Я предлагаю бегло тогда пробежать по второму файлу. Ну, этот давай долистаем прям, докрутим. А мы долистали, нет? Нет. Да, ну, чтобы прям ничего такого не упало. Ну и все, да. Да. Ну тут уже helper. Ага, так. Который мы просили его, кстати, в utils, по-моему, в core utils запихать, но он что-то не там все еще, да? Ну, ладно. Ну, он не здесь должен быть явно. Так, второй файл. Коротенький. Так. Specialist service. Так, ну init. Окей. Get specialist from sheet. Забирает. Тут, кстати, нет на каждую строчку комментария. Ну, ладно. А вот тут уже есть. Есть. Так, extract validate. Окей. Not. Вот. Окей. Наверное, самый большой вопрос, да, это действительно по разделению логики между этими двумя файлами. Она сейчас так себе разделяется. Тут есть вариант либо попробовать его попросить упорядочить эту логику самого. Так, это что такое? Это он заголовки, в общем, из документа для специалистов. Возвращаю. Он просто дикт возвращает, где какой индекс у какого этого, видимо, там где-то используется. Ну окей. Parse specialist row, parset, так, deprecated метод, ну ладно. Ну, по идее, вот эти вещи, как get optional field, они не здесь должны жить. Не знаю, не хочется сейчас не заморачиваться. Да? Ты имеешь в виду в утилсах они должны быть? Ну, где-то в другом месте, да. И мы встречали несколько таких методов. В общем, смотри, есть какая возможность? Можно сказать ему, давай подумай над тем, как должна распределяться логика между этими двумя файлами. Может быть, у него есть предложение по выделению еще какого-нибудь файла, да? Что отсюда должно уехать в другие части проекта. Пусть выдвинет предложение, мы подумаем, да? Так, подумай, как распределить, да? Да. Бизнес-логику между файлами. Ну или логику, да, между файлами. Чтобы они были более сконцентрированы на своих аспектах. Второе, это получается вынеси утилитарные методы, подходящие части проекта, например, core utils. Что сказал утилитарный метод, использующийся, да, или как? Не относящиеся к бизнес-логике, да? Можно так, да. В более подходящей части. Что? У нас же есть utils какой-то. В core utils, да. В более подходящей части, например, core utils. Ну что, не обязательно именно туда. Да, и можно тогда сказать еще третьим пунктом, что есть ли предложение для введения дополнительных модулей Python для бизнес-логики.
Код не пиши, предложи. А как мы ему говорим только что, Ну, я вижу, но не будет противоречить, ну ладно. Ну, код не пиши, предложи изменения. Ну, ладно, закомичено. ну, хорошо, да. Можно синкануть, кстати. Ну, все, Enter. Он, sync changes нажми на всякий случай. В репозитории уехало. Что мы там наделали. О, ну смотри, он это... Вижу, вижу. Надо так, чтобы он не переборщил. Давай посмотрим, что он предложит. Что он, смайли какой-то там? Эмоджи. Крана. Кран с грузом, типа. Окей. Лучше... Так, приложение. Лучшее разделение обязанностей. Убрать создание, обновление. Откуда убрать? Project Service. И Убрать Project Service. Мгм. убрать зависимость от Project Name фолдера. Новые бизнес-модули. Report сервис. Окей. Формула сервис. Ну ладно. Так, не слишком уже Многовато. гранулярно. Многовато. Многовато, да. Sheet Operation Service точно не нужен, у нас для этого Google Sheet есть. Что-то нет, предложения как-то не заходит. А вот это уже получше, да, utils. Find column, column index, letter, формат range, parse decimal, related, generate timesheet title. Core utils точно ничего не должен знать про таймшиты. Ну, про Google API, вернее. Ну это title, да? В принципе, норм. Хотя нет, это бизнес-логика, да? Core utils он не должен идти. Ну, только он и не должен. Ну что, давай комментировать ему тогда. Так. По порядку. Ах. Не-не-не. Ну, по порядку, давай посмотрим, с чего он там начал. Ну да, первое там ничего, просто лучше разделение А обязанностей. выше что он сказал? Проблемы. Смешанные обязанности, утилитарный код смешан с бизнес-логикой. Мгм. Да. Первое нам нравится. Вроде Да. бы, да. Ну, так и напишем. Первое отлично, да? Ну, мы можем скопировать опять его предложение и комментировать, как мы делали. А прям все? Нет, ну так по одному лучше. Тут много кода. Так. Нет? Хорошо, давай так. Лучше распределение обязанностей. Project Service. Хорошо. Отлично. Ну вот убрать зависимость от Project Name и Folder ID, я не уверен, что в специальный сервис это возможно. Как он собирается делать? И- Ну или пусть удивит нас. ну так что мы пишем тут тогда? Ну, я советую сейчас просто. Ну, вот представь, да, что он работает со специалистами, ему тут надо таймшиты, допустим, создавать, а он не будет Folder ID знать. Как это вообще возможно? Странно звучит, да? Ну, давай, может, скажем, если это возможно, реализуй. Сомнений не будем писать. Сначала подумай. Сначала подумай. Ну, то есть, если бы я с человеком разговаривал, с разработчиком, я бы так... Как можно не знать? Я сомневаюсь, что это можно сделать. Вот. При создании таймшитов. И Project Name тоже, да?
Новые бизнес-модули. Вот это вот интересно. Мне кажется, что из этого нам нравится. Репорт-сервис не нравится. Ну, мне, по крайней мере, формула тоже нет. Sheets, Operation Services не нравится. Не, это плохое предложение. В общем, новые бизнес-модули нам не нравятся. Пусть оставляет так пока. Оставляй как есть. И что там? Да, по утилитам. Получается, в целом хорошо, но что нам не нравится, Мне нравилось самое последнее. Ну, давай скажем, что в целом хорошо. Но в Utils не должно быть методов, которые знают о бизнес-логике приложения. И тех, которые знают про API Google Sheet. Для них есть что-то там у нас. ну, можно сказать, другие места, найди их просто. Да. Чем мы за него работу делаем? Другие места, да, найди. Он пару раз мне как-то говорил, типа там, что я ему даю Docker Compose, говорю, вот добавь нужные контейнеры там для этого, он такой мне пишет, и говорит, вот можете это добавить. Я такой... Да-да-да, бывает такое. Или для этого надо знать, как вот это вот устроено, и ты ему говоришь. Да, мне кажется, это он просто эти токены, типа, немножко из тебя хочет, чтобы ты потратил. То есть вызовы, не токены, а вызовы, да. Да-да-да. В целом хорошо, так, да, другие найди их в проекте, так. Окей. Давай. Здесь есть новая структура вызовов, но это нам пока не актуально. Так. Да, обнови план, да? Да, обнови план. Код пока не пиши, да? Блин, как мы вообще так в целом, да, получается, подзастряли. Ну, время идет, да, а мы практически не двигаемся. А мы по очень одной маленькой задаче. Думаешь, это в подходе было, может быть, потому что мы сели не до конца знали, что нам точно надо? Или, может быть, надо было сначала его по архитектуре? То есть, ну... Роберт, а в каком проекте ты знаешь, что тебе надо? Я таких... Ну да. Такого не бывает. То есть ты всегда в процессе начинаешь осознавать, а какую систему вообще ты делаешь. И, ну, либо ты смотришь на это реалистично, что действительно, да, ситуация такая, либо создаешь иллюзию того, что ты понимаешь, что ты хочешь вместе с заказчиком. Вот тут мы просто честно понимаем, что мы не знаем, что мы хотим получить изначально, и в процессе у нас вырисовывается картинка. Вот, поэтому задача вполне классическая. Так, вообще уносим утилиты, это он, так, утилиты для работы с данными, для строк. Окей. Расширение существующего сервиса, это он, ну окей. Ну да, ладно. Формат range подходит, column letter to index. Но это тоже, да, вообще-то завязано на Google Sheet. Окей, это норм. Config сервис, apply formula substitution. Так, наверное, белый. Нормально. Окей. Итоговая структура. Project сервис, координатор. Ага. Ну окей, ну вроде да. Пиу. В десятку. Давай. Приступай, реализуй, да. Действуй, злодействуй. Так, реализуй.
И что, у нас тесты? Тесты. Мы до них еще не дошли вообще. Жесть. Ну смотри, задача тогда сейчас будет такая. Это сделать мок-сервисы. Сначала, наверное, проанализировать вообще, что у нас там с тестами, да. Сделать мок-сервисы для Google Sheet'ов и тщательно обложить тестами весь код. Как-то так. Да? Да, это займет, видимо, время у него, да? А еще у нас поломанные, получается, утилиты из make-файла. Их бы тоже починить. Вот в каком порядке? Может, их сначала починить? Давай, да, потому что их натравливать после написания кода, чтобы... И может пока с Sonnet 4 продолжить вот здесь работать, посмотрим, когда он начнет глючить уже. Ну, может, у него контекст стал покруче. Пока что. Ну, пока он не тупит. Он все еще не начинает глючить из-за того, что информации слишком много. Мы же в одном чате идем пока. Да, это все один и тот же чат. Анализ проекта и актуализацию требований. Теперь уже рефакторинг прошел. То есть, да, второе. Смотри, а контекст Py у нас был? Я не помню. Был, походу... да, он untracked. Так. Это новый файл. Это новый файл. А куда он его положил? В какую папку? Не вижу. Это на заголовок. Модели. Модели. Это что еще такое? Потому что мы попросили... Вот, folder ID, project name, он вынес... Его как. Я вообще не уверен, что это хорошая идея. Он еще работает, да? Да. Это у кого птицы? У тебя, да? Ну, у меня не сильно сейчас громко, но вообще, да, не громче еще бывает. Ночью особенно вообще классно. Прикольно, да? Ну, в смысле, не мешает, наоборот, такой этот... Природный звук. Я вчера посмотрел русский фестиваль, сериал «Аутсорс». Он про аутсорс смертной казни. Ну, это русский сериал. Там, конечно же, кто и вот это все. Ну, уже звучит. В принципе, мне понравилось, да. Ну, там что, типа, они приводили, то есть это тюрьма, естественно, смертников, это еще до 96-го года. Вот. И эти исполнители начали продавать как бы казни этим родственникам жертв. Даже так. Ну ладно, прикольно, да. Так. Ставший. Так, а что мы про контекст скажем? Да, пока забьем, мне кажется. Ладно. До лучших времен, когда вновь информация обновится о проекте, какой-нибудь следующий рефакторинг, надо будет уже думать, что это за сущность, во что она выросла и нужна ли она. Так, сейчас мы делаем make. Ну, закоммититься бы, да? Да. Будем проверять, что не сломалось? Конечно. Вот уж это точно не стоит выпускать. Где-то, да, вот если бы не Google Sheet'ы, а свой сервис,
было бы проще, наверное, тестировать. Интеграционный тест можно было бы написать с какими-нибудь curl поинтами, да, чтобы он все это прогонял. Мгм. А все, закончил, да? Нет, это я просто готовлюсь. Понял. Он опять нашел, что не туда. Или он опять не туда. Ну ладно. Отступы. Вот интересно, вот проблему с отступами я раньше не замечал, что он косякнул, исправил. Что он вообще как бы, он это не показывал как-то мне. Не, такое было. Но мне кажется, с отступами раньше не было вообще проблем просто. А это прям у него сейчас... Это как будто с новой моделью пришло. Ага. Да как он это, седом, да, наверное, же исправляет, как-то ходит, ну, чем-то. Что Он он умеет это... этим пользоваться прям довольно интенсивно. Получается, это тормозит его работу. Потому что он сначала отступы неправильно ставит, а потом ходит, исправляет еще. И вот здесь как раз вот эти вот утилиты типа линтеров здорово должны помогать. Потому что что-то он найдет, а что-то пропустит. Так, резюм. Подвис. Ну, так, немножечко. Это уже компу, наверное, тяжело, да? Весь чат держать. Ну, мне кажется, что именно с контекстом стало лучше в 4-й, да, модели. Я не вижу, где он. Ну, в общем, ну... Shift-P. Вот, Из Python. 16, да. Shift-M – это сортировка по этому, По команде, типа. по памяти. Shift-P по процессору, Shift-M по памяти. Ну, смотри, даже своп пишут. Ладно. Так. И HTOP красивее показывается. Ну да, и что красивее, конечно, да. Окей. Курсор. Вроде не сильно живет. А, waiting for approval, потому что он уже... Ну да, вот эти команды можно было бы разрешить, наверное, уже. А вот эска в ретайм... Ага. Да, я понял. Так, а сейчас ну что? Пошло. Ну и все, он пошел опять. Ну так его и не подсказали. Да. Это нормально. А сейчас он что? Просто упало, это нормально. Да. Так, а ты открыл другой терминал, парень, да? Мне не нужен другой терминал. Ну что, запустим? Так, да, сейчас мы же бегаем, сервер же бегает еще, да. То есть надо просто пойти и создать новый проект. Есть. Создалось. Мгм.
Я его не вставил. Так, сейчас вернусь. Мгм. ID, да? Так, тут все ок. Опа. Фолдер ID споткнулся. А мы ему говорили вообще, да? Мы же ему говорили. Ну ладно, давай это пусть идет, думает. Ну, вот сейчас он себя как человек ведет полностью, да. Он пришел с инициативой, мы ему сказали, что тут на самом деле есть сложности, посмотри внимательно, а он все равно все сделал по-своему, и оно не работает. Прям реальная жизнь. Смотри ошибки. Так, что-то, видимо, с интернетом, да? Я вернулся. Да, Что? я не понял, кто появился, я или... Не, Google мне сказал, что I lost network connection, хотя вроде бы ничего не отваливалось. Но все-таки рефакторингом он вот пыхтит. Хотя сделал, в принципе, нормально, но допустил ошибку. Ну окей. Не факт, чтобы... Ну, и, наверное, дольше бы я его рефакторил это. Гораздо в таком... Ну, думать пришлось бы, да, конечно. Да, еще и думать Много пришлось, а не просто опробовать. Да. Так, а у нас он сейчас же никуда не проставился. А что ты имеешь в виду? Ну, что можно просто синк запускать, он упал сразу. А, ну да. А мы даже не смотрели, да, что там он выплюнул. Он выплюнул фолдер ID, что не смог. Не, я имею в виду, что проделанные изменения даже бегло не посмотрели, да? Ты имеешь в виду в шитах самих? Или, типа, что он в версии? Его надо научить все-таки запускать сервер. Хотя, может, Расскажи. не надо. Он тоже его запускает, а потом, да, что с ним делать. Но он обещает, что он все исправил. Это мы и проверим. Что, бежит? Нет? Сервер бежит, и экзекют не прожал до упора. Ну да. Да. Как это виделось в начале воркшопа, да, что ты не скажешь, что по рефакторе сделай нормально. Он 5 минут 15 думает, ты такой, все нормально, пошли дальше, да? Кстати, да, вот это время еще на саму операцию довольно продолжительное, согласен. Не очень учитываем. Да, сделал. Так, все сделал, смотрим. Ну сначала надо его добавить.
5, 10, 50. Клево. Так тут в рублях, ты смотри-ка. Возможно, форматирование в самом шаблоне. Да-да-да. Ну, Ну, всё хоть в деньгах. Так, ладно. получилось в деньгах. Да, это точно. Да, и тут рубли залетели. Эй. 50, да, все. Зато работает, да. Поехали коммититься. Или мы Ага. посмотрим, что он сделал нового? Да, он просто исправил ошибку. Он же- Хотя нет, fallback механизм. Опа. Блин, надо было посмотреть все-таки, наверное, что он сделал. Ну, я чувствую, да, он там что-то наделал. Ну, что, давай попробуем тогда починить линтеры, да? Как можно сделать? Можно сказать, вот посмотри на make-файл, вот это раньше работало, сейчас не работает. Это мой любимый способ, когда даже у меня лапки. Сам скажи, почему. Да-да-да. Да? А мы в тудушке что-нибудь вообще сделали сегодня? Нет? Это Да. у нас пока копится, да? Копится. Все, нормально. Давай make-файл скормим. Да, просто сейчас. Так. И перед этим, наверное, ему еще... Да, давай make-файл скармливаем и говорим, вот это не работает. Команды из make-файла не работают. Например, lint. А раньше работал. Да, и можно дать ему пример. Вот пример работоспособной команды для запуска сервера, двоеточие, и то, что ты в командной строке запускаешь, чтобы он оттуда параметры для конфигурации взял, да? Где? Да, сложно. Ну да, останови, может, просто вверх нажми. Ты через F5 нажимаешь? Да. Тогда просто ему конфиг VS Code дай. Точка launch JSON. Просто launch JSON. Да. Можешь писать launch. Тогда найди здесь сервера, найди здесь. И что мы хотим от него? Все очевидно, да? Не надо ничего говорить. Ну, давай. Закомичено, да? Да, закомичено. Так, вижу проблему, которой нет make-файл. Давайте проверим, сначала проверим, что не так. Но у нас же он установлен. Вот он как раз, видишь, проверяет. Угу. А у нас black, да? На black. Нет! Повырезал, да? Да. То, что не работает, говорит, уберем, и нормально будет. Ага. Он добавил какой-то нам make check. Ну хорошо, пусть будет. Что, линда больше нет? Посмотри. Линта больше... Так, сейчас, секунду.
Ух ты. Так, чек добавил, убрал. Так, импорт-тест почему-то теперь. Эй, А сервер мы вообще не просили добавлять никакой, да? мгм. Линт он убрал, да. Формат убрал. Type чек он все убрал, что он свое просто все. Ага. Ну, сейчас будем просить вернуть. Линтер нам нужен. Тесты Вот так. плагинов. Ну, Ага. Может, так и скажем, что типа, а теперь, пожалуйста, верните команды, которые были, но чтобы они работали, да? молодец, да. Или может просто не принять его эти, а написать исходный. Нет? Ну, я обычно общаюсь вот так, в диалоге. Он историю понимал, общение. Да, он иначе он так он новую ветку создает, если ему вернуться туда. А вот видишь, мы, получается, его не проинструктировали явно. Мы же ему не сказали, каким образом решить проблему. Он решил ее тем, Да. что удалил просто все команды. Он же решил. Мы же не сказали ему, что надо сделать так, чтобы они работали. Не сказали. Исправлен и улучшен даже. Вот так. И сделай, чтобы они работали, да. Ну, все правильно, главное, чтобы они работали, да. А вот эти убрать, да, и убери новые. Слушай, а давай посмотрим. Там вот чек может быть... Хотя нет, там у нас все это было, да? Да, эти убирай. Начал подтупливать чат, да. Ну, в смысле, так. Да, забавно получилось. Да. Может, это как раз уже чат засорился? Может быть такое. Понял. А, UV, это хорошо. Да, он его, да. Ну хорошо. Молодец, молодец, правильно сделал. Помнит, что у нас UV. Это уже прогресс. Восстановим оригинальный. Да, на пип не соскакивает. Да, уже клево. Это бесило просто постоянно. И что, вот так все просто решалось, что ли? О, линтер заработал. Класс. Так, а он, интересно, пойдет исправлять ошибки линтера? Мы же его не просили, он же make. Вот я и не знаю, вот он тут по-разному может себя повести. Видимо, их много. И, кстати, line to long мы добавляли в исключение. Да? А у нас есть исключение где-то здесь. Вот, поэтому надо сейчас, чтобы он не исправлял, а как раз тот случай, когда мы исключение должны добавить. Он думает, ладно. Пока думаю, а где у нас это было? По-моему, в PyProject думал. Или в MyPyINI, что-нибудь такое. Здесь есть какая-то секция про линтер? Не, мы как будто бы это писали в отдельном, он маленький был. Погоди. Давай Вернуться? посмотрим сюда, да, все-таки. Ага. Выше. А, да, тут смотри. Да. Да. А мы, если добавляли, E501. Вот видишь? А, это Flake 8. А он что сделал? А Линтон чем делает? А, это он и есть, да? Да, он форматит блэком. А вон Black. 88. Как будто он не подтягивается, потому что здесь он больше 79 смотрит. А что он сейчас завис-то? О, нет. Что происходит? Остановить его? Я не знаю даже. Но он... Давай, Что? ну он явно еще думает. Давай перерыв небольшой, мне как раз надо. Хорошо. Нормально, да? Да. И на завершающий пойдем. Мгм.
Telegram стал падать при попытке просмотра скриншота. А, это так и висит, да? В телефоне, да, мне кажется, он встрял, я его остановлю. Мгм. Ну, что можно сказать, продолжи работу и не исправляй замечаний линтера пока. Работы. Так, что-то он начал. А что он вот? А он как будто просто курсор умер. Да. Мгм. Я в таком случае перезапускаю курсор. Он респонсив, ну да, хорошо. Ну, У меня первый раз такое. У меня бывало, что, знаешь, начинает тупить тут белый, ну как бы как само приложение типа подвисает, но он ни разу не крашился. это какие-то сервисы как будто недоступны. У них индексатор часто ломается. И... О, черт. Ну, он написал нам, что... А может, это и подействовало как раз закрытие. Что-то пригернуло. Это что-то с бубном. Если хаварить мышкой над этой иконкой, то он тогда... Не, такое может быть. То это его бодрит. Ну, какой-то заблокированный процесс остановился в процессе закрытия приложения. И это разблокировало работу, например. Ага. Да. Не факт, что он продолжил бы как раз, если бы мы ждали дальше. Ну, все просто отправляю. Да, континент реверт. В полусостоянии остался, да? Не, что делает, добавляет. Ну, хорошо, давай про будущее подумаем. Мне кажется, что вот сейчас, если тестами обложиться, то как раз хороший шаг, чтобы попробовать другие инструменты. У нас получится, ну, будет более-менее стабильное состояние. И у нас есть задачи по тому, чтобы найти, ну, пофиксить вот эти вот ошибки, ну, чтобы формулы инкрементировались, да, чтобы форматинг применялся, чтобы вот этих лишних строк не было. Как раз хорошая задача. Формулы, форматинг и закрытие периода бизнес-логики. Ну, закрытие периода, да, это уже следующий большой шаг. Если вдруг другой инструмент вдруг справляется хорошо вот с этими фиксами, во что я уже слабо верю, да, то да, то закрытие периода. Так, будет... все, он все плохо. Так, а что он вообще? Ну, так, давай, что мы можем сделать, чтобы его взбодрить? Ну, наверное, новый чат. Да, и... Пошел. Продолжил рефакторинг, извлекая общую логику. Нет, стоп, я его... Да, он, похоже, поплыл. Да, ну ладно, нормально, 2 часа с половиной он... Ну, 2:15 он держался. Ну что, можно тогда закончить сегодня? Либо... Давай проверим мейк. Так что, полчаса еще? Сейчас давай. тест. Я бы тесты попробовал еще. Было бы. Так, что у нас? Make lint? Но его просто нет сейчас. Есть. Есть? Есть, он, да, но он просто добавил SRC сюда. Он установил, во-первых, эти все. У него не было флейка, да, он поставил, поэтому заработал. Вот ignore missing imports, это нормально? Мне нравится. Нет, нам это не нравится. Мы хотим, чтобы все конфигурировалось через PyProject.
как это было раньше. Мгм. Таких вот замечаний не надо. Ну что, новый чат тогда? Мгм. Давай посмотрим на Makefile, что нам еще там не нравится. С самого начала. Ну, Экспорт пас нормально. Все хорошо, да. Нам, получается, не нравятся два момента. Первое, то, что мы явно здесь передаем аргументами командной строки какие-то инструкции о реакции на ошибки. Все должно передаваться через файлы конфигурации. А второе, что они должны применяться, эти инструкции, потому что мы их делали. PyProject. и как-то было, что настройки должны... Инструкции в PyProject, настройки в настройки в PyProject должны применяться. Дать ему пример, да, например, нет? Или пусть... Я бы сказал, что проверь работоспособность всех команд. Ошибки пока не исправляй. Ну, в смысле, ошибки линтера и других инструментов не исправляй. Понятно будет? Только это должно... Угу. Пробуем. Начал снова. Make формат есть такой. Oh, no. А что iSort делает импорт-сорт, типа просто выставляет импорты в начале файла? Ну, есть же еще требования, по-моему, в PEP8 о порядке импортов еще. Вот, смотри, line to long. Да, опять. То есть... Да, он не можно подцепил. будет У нас там 88 стоял. Не знаю, почему 88, но другое значение. И он здесь же повис. Потому что это немного нацистское число. Так, ранний терминал команд. Ну, что вот это иногда, кстати, его размораживает. Move to background, да. Интересно. Я не знал. Вот, не находит, да? Погоди. Да. Дублирование настроек MakePy. Ага. Это хорошо, да. Давай удалим. Он удалил, да? Непонятно. Ну, непонятно. Не удалил он. Ну, ничего не удалил. Так. Удаляет. Удалил. Отлично. Ищет проблему. У нас это работало, значит, он умеет читать и с PyProject, да, настройки для флейка.
Почему установлен? Он проверяет установленную версию. А. Ага, понял. Мы делали UV-Sync, но не делали UV-Sync. Я не знал, что это модель. Но он довольно глубокую, да, работу делает. О, Ага, хорошо. Он, кстати, полезную ошибку нашел. Ага. Отлично. Резюм. Надо же чмакнуть. а это в настройках нигде, да, не указать ему тут побольше. Не, ну может хорошо. А то сколько он там может команд запустить? 100 тысяч. Туда-сюда ходит. Ну, он убеждается, что они запускаются. Есть вывод в ошибках. Я думаю, что следующим этапом надо их чинить. После комита. Прикольно, что он везде эти эко вставляет, все такое. Да, да. Он, кстати, вот довольно-таки клево пишет всякие эти баш-скрипты с мониторингами, какими-то реалтаймами. Я причем даже как-то не просил его, я сам его сделал. Там. Я такой, о, ничего себе, прямо. Вот, думаю, надо коммитить. Матрицу, все, что работает, что сделано, отчет. Вот так, коммит. Ну, синк нажми на всякий случай. И все, давай теперь исправлять вывод. Так, сейчас я закрою еще термин. Или ладно. Ctrl-D. Ctrl-C, Ctrl-D. Окей, так. Теперь что? Надо его запустить? Да. Надо попросить его исправить теперь вывод этих команд. Теперь исправь ошибки, связанные с выводом этих команд. Ну, вот для чего мы инструменты делали, да, чтобы обнаруживать такие вещи. Глянь, Нифига что себе. там А исправил. подожди, а он сейчас как? А он сейчас не упадет? Он вот отдел отступ исправил? Ну, а давай глянем, в чем там исправил. Ну вот тут явно выравнивание было косячных. Прям. То есть это было под ифом, то, что не должно было под... А вот это непонятно. Не, ну смотри, просто на один отступ все было выше, да. Тут вообще логика была сломана, получается, даже. Но работало, да? Мгм.
Ну, вообще жесть, смотри, какая была. А вот тут я не уверен, что он правильно исправил. Почему? Вот заканчивается прошлая функция. Да, и он... Да. А где это? Я исправил обратно. Нормально. Передумал. Не, ну ладно, ходит туда-сюда, как бы особо есть пить просит, но если вот, результат конец получается, то пусть там попробовал, не получилось, или там получилось неправильно, он проверил, такой говорит, ой. Он, кстати, стал называть тулы, которые он использует. Видел, да? Edit файл, search replace. Это, видимо, команда курсора, то, что наделала, да, ему отдала вооружение. Я понимаю. Раньше он такого не говорил, но у меня, по крайней мере. Ну вот и свет пошел. Ага. Странно. Это человек уже, да. Странно, должно работать. Греб. Да, это мощные гребы. Вот я бы такой, точно бы не стал. Но опять же, я и не такой бородатый сисадмин из 80-х, да, который... Да, мне кажется, все равно такой греб, пока будешь писать, голову поломаешь. Даже если ты все хорошо знаешь. Странно опять, да. Да. Странно. Много раз ошибок нет, то и все. Так, нашел. Энни. Ага, хорошо. Это полезное сейчас, в общем, пользу наносит инструмента. Резюм. Нашел где-то Энни, видишь? То есть он решил все нормально. Он такой, только одну ошибку. Ладно, я думаю, в следующем табу надо самостоятельно запустить make all и посмотреть. Что у него много ошибок с имитацией. Да, и мне кажется, это с 4 появилось. Не было такого? Ага. Да. Это маска разработчиков, я полностью согласен, Влад. Он это перенял где-то в обсуждениях, на которых учился. Странно должно работать. Какие еще отмазки появятся в будущем? У меня все работает, он еще не умеет. У меня все работает. Вот контейнер, вот. Да, типа. Я не знаю, у меня все работает. Да, именно. Ищи проблему на своей стороне, да. Так, стоп. А что он до этого был? Что он синтаксический? Так, отлично. Я думаю, что нам надо будет запустить. Пусть он пройдет, запустим своими руками, посмотрим на вывод и оценим, что с этим делать. Либо в исключение в правила добавлять,
либо просить исправить, я думаю, так. Так что пусть пока добьет. Да-да-да, в рот можно катить. Это, знаю, точно. Еще одна должна быть, один поинт. Здесь точно ничего не должно было сломаться. Это тоже из топа. Резюме. Резюме, хорошо, так. Ну, может, не только не all, да, а по одной, чтобы понимать, да? Причем MakeLint. Да, такой он задумался. Так, у нас есть MakeLint. 0. Отлично. Make формат. All done. Make resource. Skip, не знаю почему. Он случайно не внес какой-нибудь список с исключением. Ладно, давай это. Это не убрал. Ignore missing imports. Ну, давай сделаем make type check, а потом, наверное, попросим его все-таки убрать. Source file. With different module names. Config. Да, мы попросим его это исправить, я думаю. Так, make тест проверил, да? Да. Что да, там? пришел. Ну, все нормально. Прошло 24, там, вот он. Проверь на всякий случай еще в этой панельке VS кода, что тесты идут. Где она? Где-то было. А куда она? Было же, да? Было, да, так мы прогоняли сегодня. Это после перезагрузки, да? Да. Отвалилось. Ладно, так пока не будем. Ладно, потому что... Смотри, нам не нравится, мне кажется, вот этот ignore missing import. Да? Ну да. Бери, да. Угу. Мы ему говорили, кстати, да. И SRC, да, мне нравится, что? Или нет? Или... Да, и посмотри вот на эту ошибку. Это второй пункт. Так, а какую ошибку? Ну, лучше исправь, наверное. Посмотри, это неправильная инструкция, да? Так, а на какую ошибку? Подожди, что я контекст... Я уже контекст потерял, так, исправь. Ошибку. Сейчас найдем в конце. Там, где говорится, что конфиг дублируется. Выше где-то. Просто type-check. Ну, это есть вообще в выводе. Ну да, ладно. Куда тесты-то делись? В тот раз их искали, да? Да. Ну, это баг, наверное, самого VS кода. Все тесты проведены, да. Сломалась, получается, просто, да. Ну, не клево, потому что это удобная кнопочка. Снова интернет, да? Нет. Я вернулся, да? Так. А как она называлась? Вот этот, да? Test Explorer UI. Он у меня стоит. Можно попробовать будет перезапустить. Да. Возможно, там с конфигурацией это не то, и оно поэтому не появляется. Хотя нет.
У них это в любом случае должно появляться. О, Focus on Test Explorer View. Попробуй. О, Ну, очень интересно. Она, может, и в тот раз была, да, просто вот так вызывать. просто да. Почему-то она девается. Ладно. Так, и что он делает? Ошибка остается в том, что MyPass запускается из территории. Что хуже стало, да? Не, он убрал импорт missing imports. И теперь импорты не работают. А импорты, скорее всего, не работают, потому что, опять-таки, с Python пассом что-то не то. И вот он пытается исправить. То есть, по-моему, это другие команды. Ну вот при условии, что вот этих косяков бы всех не было, постоянно надо исправлять. Дело бы шло куда быстрее. А с этими косяками, ну да, тяжело. Ну, что бы мы ни сделали, каждый шаг приходится исправлять, вносить какие-то корректировки. Каждый шаг. И по мере роста проекта их все больше. Вот мне кажется, что проблема типичная, в принципе, для программного обеспечения и для любой, так сказать, сферы. Когда у нас становится больше продукт, у нас, во-первых, вырастает ответственность, мы уже не можем, например, там слепо как-то катить какие-то изменения на прод, нам нужно делать тесты, причем разные, там появляется какое-то потом нагрузочное, регрессионное, чем больше проект, опять же, чем больше тесты, чем больше проектов нужно больше командой нужно менеджментить, для этого нужно больше людей, новые какие-то методологии, это все усложняет процесс. То есть мы в постоянной такой заднице, так сказать, которая нас постоянно возвращает как бы к одному и тому же, что мы пытаемся как-то оптимизировать свою работу, но при этом мы ее усложняем, а потом то, что усложнили, пытаемся еще оптимизировать. Так что тут по-другому никак. Ну, справедливо. Ну, видишь, просто человек при этом, мне кажется, не способен забыть, что мы используем UV, да, или вдруг начнет по-русски писать, когда уже понял, что по-английски. А тут приходится снова и снова и снова инструктировать. Это как бы, мне кажется, знаешь, это вот сейчас так. Потом этот инструмент уже дойдет до некого такого совершенства, когда им начнут пользоваться уже большее количество людей. И такие проблемы должны уйти. И мне вообще кажется, что сейчас это все, что связано с ИИ, это так чисто, знаешь, поиграться. Бизнесмены видят из этого, воу, круто, за 15 минут можно сделать приложение, но по факту они не понимают, что это какой-то там школьник-блогер, который позавчера начал пользоваться интернетом и не представляет, что такое разработка программного обеспечения. Вот. Типичная гонка, конкуренция, типичные проблемы. Сейчас люди поиграют,ся найдут ему действительно нужное применение, где оно... Ну, даже не то, что люди, оно, наверное, время просто покажет, где дешевле. И мы что используем все инструменты и пытаемся как-то что-то новое внедрить. Потому что мы хотим делать быстрее и дешевле. Правила экономики. Ну, куда дальше это зайдет? Вопрос интересный. Ну, курсор не будет стоить $20. Ну, это чисто они сейчас как это... Поиграться. Привлечение. Изюм. Ну и чтобы захватить, может, какую-то аудиторию. Есть другие мнения, Роберт, что разработчикам надо платить за то, что они используют их инструмент для написания кода, поскольку это им, получается, дает информацию и, самое главное, данные
об использовании, на которых Об можно. использовании. Мгм. Тут спорно на самом деле. Да. Debian, я не знаю, как поживает. $500